Всем привет! Как и следовало ожидать от незаконных рестрикций в адрес Российской Федерации, все больше и больше страдает бизнес стран, эти самые санкции и вводящих. И как следствие растет в процентах и объемах количество параллельного импорта, который, как мы уже все понимаем, невозможен без негласного согласия свыше. Подсчет пакетов с пакетами санкций существенно усложнен количеством и качеством. Под запретами у нас деревья и коты, и даже некоторые религиозные деятели. Каждый следующий пакет осложняется тем, что уже почти не осталось адресатов. Предлагаем европейцам начать вводить запреты в адрес зданий и сооружений, а также обложить, например, водоемы. Запретить Волге течь в Каспийское море. Отличный вариант. Яростную полемику европейских, американских и некоторых азиатских чиновников, грозно стучащих ментальным башмаком по ментальной конторке, несколько скрашивает поведение бизнеса из этих же стран. Например, могучая троица из Прибалтики, львы НАТО, буквально молили своих предпринимателей перестать заниматься контрабандой санкционных товаров. Но дружба дружбой, а денежки врознь. Аналогичным образом ведет себя и Япония, которая целиком и полностью поддерживает заокеанского партнера, затягивая удавку на шее своих же предприятий. Но тихим шагом продолжает поставлять в Россию товары и продукцию. Только в мае этого года страна восходящего солнца удвоила экспорт аудио и видеоаппаратуры, а также легковых автомобилей плюс 104% и автобусов с грузовиками плюс 36%. Экспорт запчастей вырос на 8%. О чем это говорит? Да все о том же, санкции работают. Вообще на сегодняшний день лучше всего привезти себе автомобиль под заказ, а не брать у дилеров по заоблачной цене. Я предпочитаю доверять в этом вопросе компании Antares Auto. Друзья, всем привет! Меня зовут Арсений, и я представляю компанию Antares Auto. Antares Auto – это компания с более чем 10-летним опытом по привозу автомобилей с аукционов Японии. За этот долгий срок мы собрали профессиональную команду, которая в кратчайшие сроки готова просчитать вам интересующий вас автомобиль и сделать это абсолютно бесплатно. У нас прозрачная схема работы, фиксированная комиссия в размере 30 тысяч рублей, работаем по договору. У Antares Auto репутация компании, которой смело можно доверять, тысячи довольных клиентов. Если вы уже знаете, что вы хотите, скидывайте запрос нашим менеджерам, они обязательно вам помогут. Также, если вы еще не определились с выбором, наша профессиональная команда и в этом случае вам поможет. Просто озвучьте свой бюджет, и мы вам подберем автомобиль, которого вы достойны. Все подробности вы найдете на сайте и YouTube-канале компании Antares Auto, где рассказывается про процесс и цены привоза машин из Японии, Кореи и Китая. Ссылки в описании. Суммарные затраты жителей России на приобретение подержанных авто выросли на 85% в годовом исчислении. Если за последний месяц весны прошлого года россияне приобрели 327 тысяч автомобилей, то спустя год на 54% больше – 502 тысячи. Львиная доля оборота на рынке в мае этого года приходится на самую популярную категорию бэушек в возрасте от 10 лет – 183 миллиарда рублей, что вдвое больше, чем годом ранее. Средняя возрастная группа авто с пробегом от 5 до 9 лет набрала в сумме 154 миллиарда рублей против 72 миллиардов в мае прошлого года. В сегменте авто моложе 5 лет зафиксирован самый низкий суммарный показатель – 150 миллиардов рублей против 100 миллиардов в мае прошлого года. Эксперты отмечают подорожание подержанных автомобилей японских брендов, ставших самыми востребованными в минувшем мае в России. Было приобретено 149 тысяч таких автомобилей, плюс 80% в годовом исчислении, на сумму 166 миллиардов рублей. На втором месте по популярности оказались машины российских марок. Их было куплено 117 тысяч, на сумму 35 миллиардов рублей. На третьем месте корейские авто. 66 тысяч на сумму 71 миллиард рублей. В пятерку вошли также машины американских и китайских брендов. А как считаете вы, Япония правильно делает, что не прекратила экспорт в Россию? Пишите в комментариях.